Всем привет, друзья! Это вы удачно зашли. Сегодня я приготовила домашний говяжий бульон из мозговых костей. Сегодняшние кубики бульона самые нейтральные, так как я сегодня приготовила говяжий бульон без приправ, без овощей. Такие кубики бульона подходят как для приготовления различных супов, так и для приготовления гречки, булгур, перловки, в общем, разных гарниров. Полуфабрикаты из говяжьего бульона в морозильнике может стать очень надежной и полезной для организма палочкой-выручалочкой в любой кухне. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептам достаточно бюджетного, но очень вкусного и бесспорно полезного полуфабриката говяжьего бульона вместе. Итак, для того, чтобы бульон получился более концентрированным, я обычно беру большие мозговые кости. Вот и сегодня. Сегодняшняя кость была достаточно большая, и я попросила мясников напилить ее, чтобы она элементарно уместилась в кастрюлю. Как вы видите, на них почти нет мяса. Кость состоит из суставных частей. При желании можно, конечно, и ребра взять. Только вот именно суставные части больше всего и содержат коллаген, белки, кальций и другие полезные вещества для организма. Кладу кости в глубокую посуду, набираю в посуду холодную воду и оставляю кости в этой холодной воде примерно на час. Затем тщательно мою кости, набираю в кастрюлю уже питьевую воду и ставлю кастрюлю с костями на огонь. Огонь пока средний. А после того, как снимаю пенку, убавляю огонь и на низком огне даю костям томиться 7-8 часов. Ближе к готовности солю бульон. При желании бульон можно и не солить. Но я обычно солю и достаточно щедро. Кстати, в дальнейшем этот момент надо бы учесть в том плане, что если кубики бульона соленые, то блюда, где они используются, не надо будет солить. Или если даже солить, то совсем чуть-чуть. Все. Идем дальше, вернее, приближаемся к финишной прямой. Примерно после 7 часов варки, вернее, томления, выключаю плиту, даю бульону чуть-чуть остыть, элементарно, чтобы удобно было с ним работать, и достаю кости. Теперь немного о цифрах. Общий вес сегодняшних костей было 3 кило 200 грамм. Объем моей кастрюли 7 литров. Воду я налила до верха костей. Для этого понадобилось 2 с лишним литра воды. Из указанного количества продуктов я получила около 1,5 литра чистого бульона, а также примерно 500 грамм бульонных кубиков с частичками мяса и жира. Я сейчас все это подробно объясню, давайте поэтапно подойдем. Бульон я обязательно процеживаю. В итоге получается вот такой вот прозрачный бульон. Сверху жир, как вы видите, он есть. Его можно снять сразу. Я жир сверху бульона оставляю как есть, а после заморозки слой жира с легкостью отходит от самого бульона. Его можно использовать для жарки. Я, в принципе, так и делаю. Да, это экономия в семейном бюджете, но не только. Это огромная польза для организма. Это огромный букет полезных элементов, таких как аминокислоты, животный белок, коллаген и так далее. Я просто сейчас не хочу перегружать видео о полезных свойствах мозгового бульона. При желании можете просмотреть или почитать об этом сами. К тому же домашние кубики бульона, они же приготовлены своими руками, они не содержат консервантов или прочие вредные вещества. Теперь перехожу ко второй части марлезонского балета. Снимаю с костей имеющиеся на них кусочки мяса и жира. Естественно, проще всего это делать
перчатках. Кусочки мяса и жира можно оставить как есть, можно взбить в блендере. Если готовлю нейтральный бульон, то обычно мною эти частички картофеля мелкой. А если готовлю костно-овощной бульон, то кусочки мяса вместе с овощами пропускаю через блендер. Концентрированный говяжий бульон и бульон с кусочками мяса в разных контейнерах отправляю в холодильник на всю ночь. На следующее утро достаю их из холодильника, нарезаю примерзший уже говяжий бульон на достаточно большие кубики, собираю их по контейнерам и отправляю в морозильник. А вот теперь давайте подробно. Чтобы удобно и плавно можно было нарезать бульон холодец на бульонные кубики, периодически обмакиваю лезвие ножа в горячую воду. Я нарезаю кубики бульона достаточно крупно, примерно по 5 сантиметров. Достаю их с помощью силиконовой лопатки, собираю кубики бульона по небольшим пищевым пластиковым контейнерам и отправляю их на хранение в морозильник. В целях экономии места в морозильнике можно, конечно, кубики бульона собирать в один большой контейнер. Но так как каждый раз, когда открываем контейнер, в них нет-нет, да нарушается герметизация, я собираю кубики бульона по небольшим контейнерам. Также можно хранить кубики бульона в пакетиках, в пластиковых пакетах, в zip-пакетиках. Ну, это уже на выбор каждого. Ну что, друзья, вуаля! Мои заготовки кубики бульона из говяжьих мозговых костей готовы. Можно убрать их в морозильник. Те кубики бульона, что с мясом, я обычно использую в приготовлении борща или в других супов, которые требуют более концентрированной основы. А нейтральные кубики бульона отлично подойдут для томления в бульоне гречки, других круп или даже для варки макарон. Пользуясь случаем, благодарю Зиба Ханум, которая когда-то поделилась этим чудесным рецептом. Правда, я частично переделала этот рецепт под свой лад. Наверняка, если рецепт понравится вам, вы тоже что-то в нем переделаете. Готовьте на здоровье. А я всем желаю приятного аппетита и доброго здоровья. Благодарю всех за просмотр, за ваши лайки и отзывы. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас у себя в гостях. Ведь я рада, всегда вам рада. Берегите себя и своих близких.